Друзья, всем привет, с вами компания PandaWay. Мы тут решили, что иногда стоит выпускать короткие ролики о том, какие бренды и модели официально выходят на российский рынок. Потому что все-таки одно дело, когда ты везешь автомобиль непонятно как и как его потом обслуживать, а другое, когда у вас под боком официальный сервис с официальными запчастями, с поставкой, с поддержкой, со всем прочим, да? Что немаловажно, да, мы говорим про бренды, которые новые энергии, про электрические, про гибридные, вот это современные. И ведь мы, когда с тобой начинали канал, мы же именно хотели донести суть о современных технологиях, которые происходят. И я очень рад, что эта экспансия, она сейчас распространяется на Россию в том числе. Да. Я думаю, многие из вас знают, что компания ROXX уже находится официально в России, представительство ее. И вот совершенно недавно, буквально прошлое наше видео, мы снимали сравнение ROXX 01 и ROXX ADAMAS. И узнаем, что вот уже буквально через 2 дня мы узнаем о том, что ADAMAS официально выходит в Россию и будет там продаваться. Я, честно, этому очень рад. Потому что, вот, допустим, живя в России, я бы хотел владеть этим автомобилем. Зная твою любовь к Полару, ну, я думаю, заслуженно, что мы сегодня начинаем именно рубрику эту с этого бренда. Ну и мне кажется, вот прям правильный подход, что они это представили в России. Это именно та страна, для которой вообще предназначен этот бренд. У нас расстояние ого-гей, на Байкал сгонять, в Карелию, там, не знаю, на Камчатку, куда угодно. А на электричке далеко не увидишь. Да. Во всех кустах у тебя есть зарядные столбы не через 300 километров. То есть, условно, автомобиль создан не для идеального мегаполиса, а именно вот для нашей великой страны. Ну да, и раз мы говорим про ADAMAS, хочется, конечно, еще раз отметить, что там 5,7 киловатт. V2L, да. Еще плюс 2,2, да? 2,2 в салоне. В салоне. То есть можно серьезную технику подключить. Холодильник, печку, обогреватель, все, что хочешь. Леш, а вообще мне каждый раз интересно, я думаю, да и нашим подписчикам тоже. Неужели ты до сих пор-то не нашел идеальную замену своему ROXX 01? Ну, слушай, меня об этом спрашивают чуть ли не каждый день, постоянно. Что у нас сейчас наступает лето, сезон. Каждое лето мы стараемся выезжать в какие-то красивые места здесь по Китаю. Мало кто из вас смотрел наши выпуски о путешествии. Посмотрите обязательно, они очень кайфовые. Вот буквально недавно я думал о том, чтобы поменять автомобиль на другой. Но потом подумал, я же поеду в путешествие. И как я буду жить в другом автомобиле? У меня в моем ROXX 01 у меня полноценная кровать для 2 взрослых человек. О, тут уже прям такой матрасик. Будь здоров. Виталий основательно подготовился. Вы же знаете, я не люблю не в комфорте спать. Вот сплю как могу в комфорте. Сейчас сериальчик запустим. Ты еще и сериал решил посмотреть? Я надеюсь, что в этом году мне получится поехать с женой в путешествие. То есть мне палатка не нужна будет. Кстати, палатка, в которую еще можно. 4 человека могут спать в этой палатке. А благодаря тому, что максимально разрешенная масса у крыши Полара 300 килограмм. Обычно это 150, ну, в большинстве случаев. Ну да, то не все бренды могут этим похвастаться. Да, то есть можно, у меня огромная палатка, где можно 4 человека просто разместить спокойно, взрослых. И, то есть, как бы, по сути, у тебя автодом с собой. Вообще, вот сейчас на рынке практически нет автомобилей вот таких трехрядных, где 7 мест официально представлено. Ну, их мало. Их очень мало. В основном все 6-местные идут. Да. Здесь же официально 7 мест. По документам, пожалуйста, возите своих друзей. А если есть 7-местные, то там нельзя сделать спальное место. Там криво как-то раскладывается диван. Да, в общем, не а-ля улю. В общем, знаешь, я насчитал где-то, наверное, 9-10 плюсов, которых нету так вкупе в другом любом автомобиле. То есть, которые неоспоримые, вот, и они не могут быть достигнуты. Они по раздельности есть в разных автомобилях, по раздельности. Но так, чтобы все эти плюсы были в одном автомобиле, такого автомобиля я еще не нашел. Ага, ну и какие это плюсы? Как мы сейчас озвучили, это большая кровать, которая создается из 2 задних рядов. Это крыша. Это фаркоп. Кстати, фаркоп не тот, который сейчас, знаешь, делают на современных автомобилях выезжающий, а именно полноценный фаркоп, на который можно не только прицепить прицеп, вести, допустим, там гидрик, квадрик, который я вывожу, а можно также подсоединить байк. Вот мы с тобой купили электробайки, катаемся. И вот ты знаешь, как я делаю все это, да? Подцепил и поехал в горы. Приехал в любое место, отцепил его и катаешься. Слушай, только сейчас понял. Ты же когда ставишь байк,
Ты запасное колесо не снимаешь, то есть у тебя крюк достаточно далеко держит. Да, и это еще один плюс, которого нету в большинстве, Точняк. да даже нигде, ни в одном Точняк. последовательном гибриде нету запасного колеса. А для путешествий запасное колесо – это, ну, такой, знаешь, плюс огромный. Потому что если Неоспоримо. в тайге ты где-нибудь застрянешь, потом вызывать туда какой-то эвакуатор, ну, это, знаешь, как бы такое себе. Ну да. Я хотел тебе в конкурента привести недавнюю модель от Leapmotor, но, увы и ах, вот этого там точно нет. Запаски нету, да. Нету. Почему? Опять же, последовательный гибрид – это еще один тот плюс, который я отношу вот к автомобилю, который бы я хотел. Ага. Почему? Потому что я приезжаю в кемпинговый лагерь, раскладываю вот это все, всю эту красоту, подключаю фонари, плитки, все прочее. Да? У меня батарейка там, допустим, за полдня высаживается. Я включаю генератор, именно генератор, и он потихоньку, работая там под капотом, его даже не слышно практически. Он подзаряжает батарейку. Очередная наша ночлежка. Ехали мы по карте реку и решили остановиться у реки на берегу. Но чтобы не было так страшно, мы попросим Polar Stone подсветить наше место. Раз, два, три, елочка, гори! Ты же мой хороший. Верный паспорту. Я про Polar Stone говорю, а не про тебя. Да нет, ты тоже хороший. Что интересно, что сейчас они в новом Адамасе, они поставили туда новый ДВС, уже улучшенный от Mitsubishi. В общем, там уже и КПД повыше, в общем, и рабочая схема другая. Он потише, как будто бы чуть-чуть потише. Да, и он потише. Да, двигатель новый – это хорошо. Вот еще бы качество отделки в Адамасе оставили прежним, как у тебя в 01. Да, в 01 оно Я почему-то лучше. Я все теплюсь надеждой, что, может, нам достался тест-драйверский автомобиль, который был предсерийный, и вот что-то они там зажали, как это бывает в некоторых машинах. Ну, судя по откликам, нет. Запас хода на батарейке Да. 275 километров. 275 У меня даже. получалось максимум проехать, когда я делал обзор, Ага. 263 километра. То есть я один выкатал. Это еще один плюс, который вот мне нужно было, чтобы автомобиль можно было использовать как электромобиль. То есть даже вот мы доезжаем до аэропорта, возвращаемся обратно, мне хватает, в принципе, батарейки. Ну и потом, я еще понял для себя, что мне нравятся очень последовательные гибриды, когда ты едешь, когда у тебя ничего не жужжит, потому что мой прошлый BYD Tang, когда там педальку нажимаешь в пол, у тебя там прям слышно, как он мотор начинает реветь, начинает. Ну, кому-то это нравится, конечно. То есть один из, наверное, главных плюсов, который меня поразил, когда мы с тобой увидели впервые Polar Stone, тогда еще он назывался, это встроенная кухня в заднюю дверь. То есть она у тебя убралась в дверь в заднюю, и ты при обычном использовании ты даже не знаешь, что у тебя там кухня. Спокойно ходишь, закрываешь, открываешь, там загружаешь поклажу, да. Но когда нужно, ты просто приезжаешь, раскладываешь вот это все чудо, у тебя здесь стол, у тебя там еще один стол, там, у тебя тут и даже место под мусорку, у тебя и розетка, лампа, которая сенсорная, да, которая там регулирует, которая включается на движение, у тебя чайник встроенный, вот от чайника Вот чайник, вот ты сейчас говоришь это, а я вспоминаю ваш обзор с путешествия, как вы в пути во время движения. Виталий, я там кофе захотел. Виталий, бариста, открыл во время движения, там кофеечку тебе, все это сделал, горячая вода. Да. Не открывая кухню сама. Не открывая кухню, то есть просто кранчик вытащил, да, и все. Это так прикольно. К следующему плюсу я бы отнес, наверное, клиренс и углы съезда-заезда. Они, в принципе, у Рокса очень хорошие, у Рокс 01 у моего. То есть в наших поездках мы не были особо ограничены нигде. Особо. Ну, я помню, были моменты, да, в которых ты такой, блин, не хватает. А вот Адамас со своей пневмой, кстати, посмотрите обзор еще раз, там, да, там клиренса так нормально. Вот Escape Mode, он прям поднимает хорошо. Плюс рабочая температура минус 35 градусов и двухконтурная пневма, это, конечно, ну, это плюсик. Да, да. Мне понравилось тогда, на самом деле, что она помягче, чем 01. Единственное, что для путешествий, наверное, в Роксе 01 мне не хватает в моем, так это хорошего удержания в полосе. Да, сейчас они, конечно, его улучшили, но не настолько хорошо. В Адамасе-то него хорошо прокачали. Вот в Адамасе очень хороший. С нашим тестом справился на раз-два. Вообще обалденно. Я, честно, удивился вообще. Ну да, веры не было. Я не верил. Самое интересное, знаешь, что Рокс, Адамас свой каким-то образом относит к люксу. Люкса мы с тобой там не заметили вообще. Нету. Но мы на выставке увидели с тобой Royal Edition.
Да. И вот там действительно отделка шикарная. Слушай, мне понравилось. Прям она какая-то такая, знаешь, необычная, то, чего нету вот сейчас в люксовых автомобилях китайских. Вот эта вышивка, знаешь, такая чуть ли не ручная там. На правах. Ребята из ROX, если вы нас смотрите, помогите уже, пожалуйста, с Royal Edition. Мы, если честно, пышемся и никак не можем найти возможность на нем покататься. То он слишком востребован в Китае, и прям вот сложно его взять. То в аренду не дают, то он куда-то опять уехал. Короче, какой-то беспредел. А хочется на нем поездить Да. очень сильно. Сравнить, Хочется это понять. Да, понять, как из рекламы рассказывают, что это арабская роскошь, и хочется ее прочувствовать. Мы, в общем, всегда так-то готовы для сотрудничества, если что. Еще один из немаловажных фактов – это глубина преодолеваемого брода – 800 миллиметров. Это то, что является редкостью, опять же, на сегодняшнем рынке. Не каждый автомобиль дает такую возможность. Из обзора я еще, кстати, помню, что ты говорил, что был в Алмате, и Да. там много ездят ROX. То есть, я так понимаю, раскусили машину. И Слушай, да, вот именно в этом году я заметил, что в Алмате очень много роксов ездит. Именно в этом году. Потому что еще в том году были одни лисяны. Сейчас лисянов практически я не видел, роксов очень много. Раскусили. Казахстан, привет, я знаю, вы нас смотрите. Слушай, ну да, как бы в Алмате как раз красота такая, горы, есть озера, в общем, есть куда съездить, и мне кажется, автомобиль, тоже создан для этого. Да, но мне кажется, что Россия больше предназначена для этого, потому что в России, знаешь, такие большие расстояния, которые Да. действительно можно путешествовать, ехать. Как ты вот в начале ролика сказал, да, на Алтай, в Карелию поехал. Ты вот это. В Алмате, наверное, больше как бы это вот внедорожники какие-то надо брать, но тем не менее люди раскусили рокс. В общем, ребят, я надеюсь, что я вам ответил на ваши вопросы, которые вы пишете под многими роликами. Типа, Алексей, почему ты не меняешь свой ROX 01? Пока так. Вот пока так, пока я не вижу на этом рынке что-то для себя лично. Это, знаете, автомобиль такой узконаправленный. Он узконаправленный для узкой аудитории. Только тех, кто любит действительно путешествия. Я бы сказал, не те, кто любит путешествия, а кому важны нюансы в автомобиле. Потому что ты любишь путешествия, ты можешь выбрать другой автомобиль. Но запасное колесо ты не можешь там где-то в каком-то другом автомобиле получить. А если есть запасное колесо, то у тебя крюк обязательно фаркоповский, выездной, на который ты не можешь поставить свой электробайк, уехать в горы, там покататься. Палатка, вот это То вот есть все, такие мелочи. совокупные факторы, они приводят тебя к тому, что ты до сих пор остаешься на Поларе. В общем, друзья, напишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу вообще автомобиля ROX 01, ROX Адамас. Какие конкуренты вы знаете? И да, кстати, если вы знаете конкурента, которого, я, может быть, не заметил, может, мы с Антоном пропустили каким-то образом здесь, на китайском рынке или вообще где-то, напишите тоже в комментариях. А с вами, как всегда, была компания Panda Way из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока.